Сегодня 14 декабря 2025 года. Всем привет из Одессы. Сегодня второй день после самого массированного обстрела города за время войны. И, как вы видите, электроэнергии еще до сих пор нету. Мы с вами приехали на Одесский привоз. Посмотрим, как люди делают базар в такой тяжелой ситуации, какая сложилась в Одессе. Ну и посмотрим, не выросли ли цены за счет работы генераторов, за счет похолодания и других негативных событий. Ну, заходишь на привоз, а витрины просто вот своей яркостью привлекают покупателей, начиная с входа. Вы знаете, у нас даже сейчас воздушная тревога с 4 утра, она еще сегодня не заканчивалась, потому что периодически на город летит по одному, по два дрона на город, на область, поэтому все время сохраняется угроза. Ой, посмотрите, какая прелесть! Все время сохраняется угроза, и нужно поглядывать периодически, чтобы быть в безопасности, нужно периодически поглядывать в паблике. Но, как я понимаю, людей сегодня на базаре много. К Новому году готовятся все. Посмотрите, украшения продают прямо в рядах. Слышно, как на привозе тоже работают генераторы. Ну, я не удивляюсь. Читала, что вернули в Одесской области электроэнергию 100 тысячам абонентов уже. Есть приятные новости. У нас появилась вода в кране. Спасибо всем службам, которые для этого много работают. И уже начало появляться тепло. Но со светом пока проблемы. Обожаю Одессу за то, что, несмотря на такую сложную ситуацию, посмотрите, какие витрины на привозе. Какая прелесть. Просто разбегаются глаза. Морковочка по 30 гривен, картошка по 30, по 25. Только чтобы деньги у людей были как можно больше. Смотрите, купить можно все. Пекинская капуста по 30, полевая помидорка по 75, огурцы по 100, лимон по 70, капуста килограмм 20 гривен, бананы по 80, так, гранат маленький по 100. Мандарины по 60, по 100, апельсинки по 50, хурма по 70 гривен и по 90 шарон. Сегодня снова нет солнца, мрачно, на привозе аж темно, но это нам с вами не помешает снять видео, какая сегодня есть рыбка на привозе. Вот карпики по 100 гривен, вот такие. Карась сладкий. Здравствуйте. Можно я блогер? Да, спасибо. Филе толстобода. 200 гривен. Почту уступим по 180. Щучка хорошая. А почем карасик у вас? 100 гривен. По 100 гривен карасик. А карасик, а глось? Лосечка 400. Глось 400. А щука свежая речная по 150 гривен за килограмм. Карп вот такой вот крупный 150 гривен за килограмм. И на месте все можно почистить. Так, бычок черноморский свежий по 250 гривен. Лобань по 120 гривен. Карп вот зеркальный по 150 гривен. И поменьше по 100 гривен. Свежий судак по 270 гривен из Вилково. Филе толстолоба 160 гривен. И вот такой вот огромный просто по 120 гривен. Вот 7-10 килограмм толстолоб по 120 гривен. Жерех по 120 гривен. Но сегодня очень классный ассортимент рыбы на привозе. Кефаль свежая, черноморская. Не везде на привозе есть. Здравствуйте. А почем кефаль? По 300 гривен. И свежая глось. Вот это я понимаю, человек подготовился к Новому году. Посмотрите, какая у него классная светящаяся куртка. Вот увидел и сразу улыбнулся. Такие люди точно дарят всем хорошее настроение. Я всегда говорю, что когда в Одессе холодает, то одним из самых востребованных продуктов является сало, вкусная колбаска и буженина. Поэтому отдел на привозе, где это все продается, от количества людей точно не страдает.
Как всегда, посмотрите, какой ассортимент. Колбасы, ребрышки, вот сало. Извините, а почем сало? 350 гривен сейчас сало за килограмм. И вот сейчас смотрите, какие рулеты, колбасы, буженина. Все это очень востребовано будет перед Новым годом. Вы даже не представляете, как здесь вкусно пахнет. Знаю, многие любят подкопченные курочки. Здравствуйте, можно я вам поснимаю яблоки? Да, спасибо. А в какую цену курочка такая? Сколько? 220. Ух, так, посмотрите, голень. А голени в какую цену? Все по 220 гривен. Это за килограмм, да? 220 гривен. Килограмм любая, вот в любом виде курочка. А колбаска? 270 гривен за килограмм. Яйца. Яйца сейчас вот домашние по 80, по 70, по 73. Все в зависимости от вида. Вот по 80. И самые крупные по 90 гривен. И вот перепелиные по 55. Вот есть яйца и по 67 гривен. И даже вот по 50. Зимой, конечно же, не обходится без меда. И на привозе, вот посмотрите, прям в сотах его можно купить. Вот посмотрите, как это все выглядит, кто не знает. Так, и как же согреться в такой холод без настойки? Смотрите, настойки прополиса, они, кстати, очень полезные. Можно покупать. Соты, вот посмотрите, цена 90 гривен коробочка, 100 гривен коробочка, коробочки побольше, уже по 200, по 220 гривен. Так, перга. Перга, вот такая коробочка, 200 гривен. И вот такая вот майская перга, 100 грамм, 350 гривен. Пыльца тоже есть. А вот мед. А почем акация баночка? 350. Пол-литра 350 гривен. А гречневый мед? 300 гривен баночка. А майский? Майский 300, если это майский. Понимаете, есть мед, а есть название. Ну, понимаю. Свой лечебный 80 гривен. Сафора 100 гривен. Вот такая маленькая коробочка. И Сафора либо 120 гривен. Перед Рождеством важные продукты. Чернослив с косточкой 110 гривен. Чернослив без косточки 180 гривен. Орех 280 гривен и 370 гривен. За 370 гривен килограмм. Так, фасолька по 150 гривен. Ну, очень красивая фасоль. Вот, прям хочется купить. Посмотрите, какая вообще разноцветная. Это все разный сорт. Вот появляется и на узварчик. Вот, кстати, красивая смесь на узварчик. Узвар 80 гривен. По зелени вот шпинат и щавель по 20 гривен. Редисочка по 40 гривен. Мешка продается. Лук по 15 гривен. Укроп, петрушка по 20 гривен. Чеснок 100 гривен за килограмм. Розмарин 20 гривен за веточку, кинза по 20 гривен и сельдерей по... А в какую цену огурчики? Огурчики есть разные. Есть вот такие вот крупненькие на соляночку. По 100 Крупные. гривен. По 100 гривен. Есть по 120 нейтральные. 120 гривен. Есть 150 маленькие. И 150 есть маленьких. вот маринованные маленькие по 200 гривен. По 200 гривен. Сейчас как раз на оливье можно приходить покупать. Да, вот видите. Так, а помидорки? Вот зеленые. Помидорка 100 гривен. И 100 красные, гривен? и зеленые. По 100 гривен. А салатики? Вот так, вот и до ориентировочно. Салатики есть чесночный, яблочный по 150 за килограмм. 150 килограмм. Это идут у нас капусты разновидности по 100. Есть квашеная, квашена с айвой, яблоко Вот даже с сахаром. с айвой есть, даже капуста. А почем такая? 100 гривен. 100 гривен. А яблочки? Яблочки у нас по 150 за килограмм. 150 гривен за килограмм. И вот даже, смотрите, маринованный чесночок есть. Вот это, кстати, очень вкусные баклажаны. Да, А это- баклажанчики у нас, кстати, разные. Есть сладенькие, есть кисленькие. а почем Более- баклажаны? Так, 200 гривен килограмм. 200 гривен килограмм. Так, что у вас еще даже сливы. А слива маринованная почем? Маринованная сливка 25 100 грамм. 20? 250 за килограмм. 200? Сладенькая. Ага, спасибо вам большое. Хорошего дня. Так что приходите сейчас перед праздниками. Этот товар точно очень актуальный. Очень красивые груши по 100 гривен, по 80 гривен. Вот такая бера. И северинка, яблочки по 60. Очень красивые мандарины по 100. Лук белый по 25 гривен. Салатный лучок по 45 гривен. Морковка по 25 гривен. Так поняла, бурячок тоже по 25 гривен.
Молодая капуста по 35 гривен за килограмм. Вот такая картошка в мешках по 25 гривен. Дайкон 50 гривен, редька 50 гривен. Брокколи не вижу цену, есть кабачок по 110 гривен. Помидорки по 135 гривен. Огурец по 100 и по 130 гривен. Мандаринки тоже крупные по 100. Здесь просто огромный выбор орешков и чернослива. Вот 220 гривен, 370, 280. Чернослив и по 100 гривен, и по 170, и по 250 более крупный. Видите, на привозе практически нигде нету света, не все включают пока еще генераторы. И действительно иду по базару первый раз, когда так темно. Обожаю этот контейнер на привозе. Здесь очень большой ассортимент и круп, и конфет. И вот масло есть подсолнечное даже в больших бутылках, вот таких по 350 гривен. И самая большая по 650 гривен. А есть вот такое домашнее по 130 гривен. Так, рис по 100 гривен, пропаренный по 70 гривен. Чечевица по 90 гривен. Гречка 60, необжаренная гречка 80. Кускус 90, рис басмати 120 гривен, овсянка по 50 гривен. Вот такие крупы всегда дешевле покупать, чем в магазинах. Вот такие на развес. Кукурузная мука по 30, нут по 50 гривен и различные виды фасоли по 60, по 70, по 80 гривен. Горох по 20 гривен и можно купить даже попкорн по 40 гривен за баночку и дома это все пожарить. Вот готовый набор на узвар, 100 гривен, вот такой вот пакет. Скоро Рождество и вот популярные товары, такие как изюм, чернослив. Изюм вот 200 гривен, 180, 160 гривен, курага 250 гривен, изюм вяленый темный 280 гривен и чернослив 200, 250 гривен. Маковая начинка уже в коробочках продается. Ага, мак 25 гривен стаканчик. Арнаутка по 25 гривен за баночку. Это как раз на кутю. Яблочки и по 35, вот по 35, по 30 гривен. Голден по 35 гривен. Смотрите, какой желтенький, яркий, красивый. Вот такой малинка. Яблочко по 30 гривен. И чеснок по 90 и по 70 гривен. Конечно, мы не можем с вами не зайти в рыбный ряд. И сейчас посмотрим, что он нам здесь предлагает. Смотрите, у людей... Ой, здесь в морозилке сколько деликатесов, сколько вкусностей, но все накрыто картонками, чтобы ничего не таяло, потому что нету света. Тетя Соня тоже в шоке от происходящего, и смотрю, у нее и на удачу носик, и другие части тела, чтобы наше желание всех одесситов быстрее сбылось, и включили как можно быстрее электроэнергию. Видите, все закрыто картонками и тентами. Даже нельзя ничего купить. Я хотела купить замороженные клубники, но не могу. Смотрите, селедка по 180 гривен за 1 килограмм. Так, это что у нас? Килька по 150 гривен за килограмм. Вот такая матья селедка тоже 180 гривен за килограмм. Салака 100 гривен за килограмм. Ну и посмотрите, какой здесь в рыбном ряду огромный ассортимент закусок под пиво. Летом, конечно, здесь не протолкнуться, зимой уже людей поменьше. Смотрите, какие аппетитные кальмары. Просто красота. Вот так сегодня живет привоз, вот так сегодня живут одесситы. Несмотря на трудности, мы справляемся. И как видите, одесситы, как ни в чем не бывало, даже делают сегодня воскресный базар. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну и пожелайте всем нам, чтобы нам быстрее включили свет. До встречи всем в следующем видео. Пока-пока.